Друзья, добро пожаловать в страну, где туристы пьют энтеросгель чаще, чем воду. Добро пожаловать в Бангладеш. На самом деле, эта страна очень колоритная, красивая, интересная. Возвращаюсь я уже сюда 4-й или 5-й раз. 5-й раз. И каждый раз я нахожу что-то новое, интересное. Когда становится скучно, однообразно и очень красиво, я покупаю билет в Бангладеш. И лечу наслаждаться местным колоритом. Помощник спит, не высыпается, когда я приезжаю. 4 часа от столицы на автобусе. И мы попадем на самый большой рынок овощной. По этой дороге я езжу впервые. Здесь, конечно, почище, чем в других частях Бангладеша. И вот всю дорогу попадаются банановые деревья. Вообще в Бангладеше одни из самых вкусных бананов. Самое простое и дешевое блюдо у местных — это кусочек хлеба и банан. Завтрак или ужин вполне сытный получается. Guess কোন জায়গায় এরিয়া? Ничего не говорю. Country? আপনার country কোন জায়গায়? My country Russia. Russia. Yes. How many days will you stay in Bangladesh? আমারটা উঠে গেছে। Tourism. I'm tourist here. Do you like our country? I like Bangladesh. It is a working country, that is why. Ничего не понимаю, но интересно. В общем, здесь туристы вообще, похоже, никогда не бывают, потому что они меня облепили как муху здесь. Ну, им интересно, я понимаю. А моей диарее интересен крепкий чай. Репортаж here. Go. Abdullah, this. Here? Good, thank you. Блять. Короче, надо отсюда уезжать. Тут уже 100 тысяч человек пришло. Посмотрите. Ну, такие смешные они. Дедульки. И причем у всех зубы черного цвета. Вот этот вот. Пан Беттель. Кидают, он просто въедается. Сегодня опять не завтракаем и не обедаем. Может быть позже. Потому что что-то творится с организмом непонятно. Перестраивается. Школьница идет в школу. Очень много рисовых полей. Вообще рис самая дешевая еда в Бангладеше. Рис и дал. Так выглядят маленькие магазинчики, где можно покурить, съесть бананчик и булочку. Так выглядит дедушка без обуви. Не все. 30% нам здесь без обуви ходит.
все поля ухоженные, все сады ухоженные, все чистенько, все аккуратно. Земледелы, пахари. Вот здесь едешь, все чисто, аккуратно. Приезжаешь в Даку и думаешь, куда ж ты попал. Чай крепкий попил, вроде полегче стало. Чуть с фруктами получается беда. Некоторые из них могут быть слабительными, поэтому... Так, ну мы вроде бы на каком-то рынке. Похоже на рынок. Сено. Это бывший рис. Здесь, по-моему, сейчас все на меня будут смотреть. Я один здесь, на этом рынке. Здесь точно туристы не приходят. Здесь столько людей, столько суеты, а пока я ничего не вижу. Я не пойму, что они все продают. Тут вот есть некоторые люди, которые сидят просто с 3 плодами. Вот эти вот типа кабачков, их продают все, а остальные просто что-то таскают, шумят. Вот еще какие-то тыквы. В общем, одни тыквы. Вроде бы все есть, а вроде и ничего нету. Вот сок есть с муками. Ого. Он брызгается. Сок как брызгается. Сочные стволы здесь, конечно. Почитайте, вы сок когда пьете, вам в рот залезли этими руками. Сейчас он еще сюда добавит, наверное, кусочек имбиря и лимон. На самом деле это вкусно. Если вот все это в перчатках делать, это вкусно. Все за мной смотрят. Я за ними, а не за мной. Вот привезли корней каких-то. Ну, типа что-то редьки, наверное. Я же говорю, вот вроде бы есть какая-то движуха, но я ничего не могу понять. Кто-то вытирается, кто-то мешок закручивает пустой. 6 человек смотрят, один слушает, один чешет плечо. Это фасоль. Вот еще корни. В общем, одна трава. Здесь масджид? Мечеть. Ну вот сразу вот, если видите такие стульчики, то на них люди сидят, делают омовение. Так, здесь что у нас? Can I see? Здесь это называется Мордорика. Вот. Много тут этой мордорики. Еще какие-то огурцы непонятные.
дедушка. Или не дедушка. Ну, лет 50 ему. 50,000? Give me 50,000. Зеленые несладкие бананы. Здесь прям чувствуется, что бедность. Я не могу мысли сосредоточить. Рядом ходит дедушка и просит денежки. В общем, бедный район. Вот такие вот кабачки везде. Мне кажется, я их ел. Это... Я часто заказываю овощи с рисом, и вот эта штука присутствует, я думаю, там. Вот какие-то еще корнеплоды. Похожи на редьку. Ну вот и вот про что я говорю, смотрите. Вот здесь продает 3 человека, 20 просто стоит. Суета, сует здесь. На рисовой муке. Сверху наливается яичница. Здесь такой омлетик с рисовой мукой. Подешевле просто рисовый омлет. Рисовая лепешка и мажется вот такая вот не очень красивая штука. Ну все потрогал руками. Мажут все по желанию. С яйцом уже, конечно, подороже, на 20 рублей. В общем, так выглядит завтрак у ребят. Go. Вот как запасаются домой. Одни кабачки и вот эта штука, я знаю, лагман добавляется. Ну, типа фасоли. Не фасоль, а что-то бобовое. Чем дальше от центра, тем техника примитивней. Здесь некоторые катаются, мне кажется, на бензопилах, там через какие-то аппараты переделанные. Покидаем этот рынок. Hey, কাকির কাছে দিস কাকির কাছে পাইলট স্কুলের পিছনে তাহলে ওই দিকে জায়গায় দিতে রাস্তা খারাপ তো রাস্তা ভালো Все внимательно смотрят за нами. Здесь нереально скрыться от них. Направляемся в другую локацию. Здесь на этом рынке получается, что вот одна трава, огурцы мешками и вот эти вот кабачки. Дальше путь перекрыт. Здесь столб поднимают. Ехать дальше нельзя. Я решил выйти из рикши, потому что есть чувство страха, что этот столб может на рикшу упасть на нашу. Местные ребята не поймут, на каком я языке разговариваю. И внимательно наблюдают за мной. Ну вот впереди нас едет как раз вот эта вот бензопила самодельная. Где-то видно в цеху делают.
Между прочим, здесь до границы с Индией меньше 100 километров. Мы в районе Бихара индийского. Такие громкоговорители рассказывают про ислам. Едет специально обученный человек, включает запись и проповедует что-то. Может мне вот такие очки взять себе, черно-белые, чтобы быть незаметным. Или лучше вот эти вот, без очка, без одного глаза. Так, ну, нам где-то нужно перекантоваться, сказали 2 часа, потому что локация еще закрыта. Мы решили скоротать время позавтракать. Зашли в какое-то заведение, там можно сидеть внутри. Я смотрю, здесь на улице тоже можно посидеть. Естественно, лучше на улице, на свежий воздух. Потому что в таких странах нету хорошо освещенных комнат, и там во мгле сидишь фактически. Здесь есть маленький пруд, там плавают какие-то золотые рыбки. Тут же рядом находится кухня. Женщина чистит помидоры и картошку. Мальчик нарезает салат. Сейчас подойду к нему, посмотрю, какими салатами он будет нас баловать. А салат у нас сегодня огуречный. Огурец с лимоном. Наверное, без салата было лучше. Ну так со стороны выглядит наше место. Тут непонятно, то ли кафе, то ли дом. То ли ресторан. На завтрак у нас рис, дал и, быть может, овощи. Но навряд ли. С овощами обычно проблема. Там, где много овощей произрастает. Рис желтенький. Тарелку, по-моему, я так и не понял, ее мыли или просто сполоснули, или тот, кто ел до нас, ее окунули в воду. Он нижний слой, он какой-то весь, на камеру, наверное, не передает. Ну, в общем, я сейчас опишу это состояние тарелки, как она выглядит. Когда ты ел пюре, вроде бы съел все до конца, но пюре было размазано по всей тарелке. И потом эту тарелку с помощью губки не моют, а просто окунают в ведро с водой и вытаскивают. И вот мелкие песчинки, крахмаленькие, они видны. В общем, приятного аппетита. В последнее время боюсь много есть, потому что очень часто катаешься на общественном транспорте и можно не рассчитать свои силы. Не добежать до финиша. Рассчитывайте на свои силы всегда. Рис вкусный. Главное, чтобы курица не позавчерашняя. Салат подъехал. Так правильно есть. По-местному. Панир? Глаз дам.
В общем, они руками любят есть, потому что тактильное ощущение. Ничто не заменит. Так, мы куда-то движемся. Сквозь ряды золота. Золото какое-то все такое бледненькое. Не особо красивое. Ну, на местный лад. Так, ну, это местный рынок. Местный рынок. Большая часть из них сами все выращивают и продают здесь. То есть не перекупы, билет. Вот, hello. Парикмахерская, вот, можно постричься здесь. Абдулла. Так, это все парикмахерские. Вот. 4 человека, раз, два, три, пять. 5 парикмахерских. Просто приходишь на рынок, ставишь зонтик и все, и стригешь. Но здесь точно бриться опасно, потому что вот, что-то тут сейчас брить будут. Все в волосах. О чем-то договариваться. Old barber? How much here? কত টাকা মানে কাজ করলে কত টাকা নেয়? এইটা 40 টাকা 30 টাকা 40 টাকা 50 টাকা 40 так? 30 рублей здесь стоит стрижка. Блин, ну такие парикмахерские я вообще первый раз вижу, да, здесь слишком все просто. Здесь вот мешочек с оборудованием, зонтик и желание постричься. И всё. Можно расположиться везде, хоть в мусорке. Так, ну двигаемся дальше. For fishing? Для рыб. Для риса. Для птиц. Клетки для всех. Дед мне вот прям на полном серьезе пытается продать сетку. Неважно, туристы или кто. যারা নিতাত্তান একটা ডোজ আমার কাছ থেকে খাই যাবেন আগামী দিনের আশা ভবিষ্যতের আশা ধরুন খাইয়া নাই হ্যালো Так, ну здесь শরীর নিঃশক্তি местные медики что-то продают. আমার ওষুধ খাওয়ার পরে যদি গ্যাসের লাগে ওয়ান পিস একটা বড়ি কেমন লাগে জরিমানা সহ লই যাবেন নিতার বান জরিমানা নিতালে লই যাবেন নালে বাদ দিবেন Здесь можно сказать свою болезнь, и он сделает микс, который тебя вылечит. Просто большое количество приправ. Так, что там он говорит? Он говорит, что это увеличит вашу сексуальную силу. Я не понял, им зачем это? Старикам. Короче, виагру делают сейчас. বাজার বসে কটার সময় মানে এখন তো হইছে না এটা তো আমার বাড়ি এখানেই পাখন দিয়ে মানে সেই ঢাকা থেকে আসতে Может закинуть пару-полторашек с собой. এটা এখন তো দেখি যে ওইভাবে হইছে না বাজার অনেক জমছে না ভাই মানে জোরের পরে দিকে ঠিক В общем, народная медицина какая-то. Так, все. Чувак взял полторашку и домой сейчас.
развлекать жену. Так, еще полторашка. Ну, тут не успевает наливать там. Это вот знаете, как выглядит зимой в Сибири продавать снег? Вот так же. Несмотря на то, что вот они джунгли, они все равно продают какие-то растения, местные покупают все это. Здесь уже поинтереснее рынок, вот. Здесь какие весы. Кото, это значит сколько стоит. Единственное, что я смог здесь выучить, кото. Здесь сразу аромат стоит от рыбки. Прям такой сильный. Я заметил, здесь лук мелкий, чеснок тоже. Баклажаны или круглые, или похожие на сосиски. Такие тонкие. Вот здесь сразу прям на свалке продают. Здесь вообще не заморочились ничем. Просто на свалке разложились. Эти вот бананы, я не пойму, куда они идут. Скорее всего, или их жарят, парят. Как овощи, наверное, их используют. Снять баклажан твой? Он просит снять. I live in hotel. Yes. Так, здесь зеленая папайя продается. Дед сразу такой смотрит, я же в шортах иду. У меня шорты ниже колен. Здесь особо не... Дед вот тоже пришел на рынок продать вот 3 килограмма овощей. Просто тоннами продается перец. И его реально съедают. Мы вчера вечером зашли в какое-то заведение. Местное такое, локальное. Я домой пришел, у меня сильная изжога началась. Потому что там столько было перца. Здесь вот трава, 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 трава. Трава, трава, трава. И кабачки. Трава и кабачки. Рыбные ряды чувствуются издалека. От них всегда аромат сильный стоит. Вся рыба сильно пересушенная. Обычно ее измельчают и готовят какое-либо карри. Фиш-карри. Вот те самые бочки, я про них снимал видео. Где-то есть у нас на канале. Надо с рыбных рядов входить срочно, потому что уже дышать нечем. Они этот запах не чувствуют, который мы чувствуем.
Чатпур. Так, здесь женщина. Здесь женщина. Пройти невозможно. Не с моим ростом, короче, здесь ходить. Какая-то рыба интересная прям. Ну, толстолобик, он и в Африке толстолобик. Только смотрите, у местного толстолобика губы, как присоски. Сомики. И еще сомики. Все живое, причем свежее, смотри. Так, здесь тяжело дышать становится, потому что много перца. Горы перца. Там, где чеснок и перец, там всегда неокрепшему организму тяжело дышать. Какие пакеты, ну, чтобы дождь не застал врасплох. Видите, какие они загорелые все. В принципе, вот мы походили по рынку. Чеснок, лук, много видов перца, сушеный, свежий, красный, зеленый. Причем болгарского я еще ни разу не увидел здесь. Кто-то мне на спину сел и кусает, я чувствую это. Перец, перец, перец. И пан, вот. Рис, перец и пан. А это что такое? Так, а это соль у них так продается. Интересно. Они просто кучу рассыпают для эффекта. И потом упаковывают в пакетики. Любят здесь зрелище. Там какой-то концерт идет. То есть там, где толпа, подходишь, сейчас смотришь, там какую-то ерунду продают, орешки. Так что здесь происходит? এই যে আমার গান খালা ভাই বসে আছে, যে কোনো পানি জমে আছে, আপনারা কত কইলাম একটু কাছে আসেন। হ্যাঁ একটু কাছে আসেন। এই বল ভাই রে, পুরো আমার সামনে আগাও আগাও। এই তো কত সুন্দর। দাদু ভাই একটু সামনে আগে আসেন না আপনারা। আরে আল্লাহ, একটু হ্যাটটা বাড়াই দিয়ে আমার হ্যাটটা কমাই দাও। একটু আগে খারান, আগে খারান।
একজন মানুষ হয়ে মানুষের কাছে অনুরোধ করছি একটু সামনে আগে আসেন, বাইরে সামনে আগে আসেন। Самые интересные аттракционы тоже. ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ, আপনি আমার কাছে বলবেন, এই যে А এখানে там বলবেন। змеи где-то হ্যাঁ। в коробках. দুজনে মিলে দেখাম সাপ, সাপ ধরতে পারেন? এতে এনে আগে আসেন, আপনার তো আমার দরকার। আপনার সামনে আমি আগে দিয়ে পিছনে সরে দেবো। আগান, এখানে বসেন, আর কিচ্ছু হবে না, এদিকে আসেন। আরে এই বাইক Аттракцион со змеями. দুর্মুই Сейчас кто-то должен откуда-то вылезти и укусить его. আমার মুখে ধরতে খুব ভালোই লাগতেছে না, আর কইছি যে সাপটা ধরো তা পারবো না কিন্তু। হ্যাঁ, এই দেখেন, তাহলে তোমার মুখে যেমন ফুটছে দিলে, আমি তো মনে করছিলাম তুমি বুবা, কথা কইতে পারো না। একটু আগে দাদা দাদা করতে করতে আমার মনে করে 10 মিনিট গেছে, কথাই কইলো না। আর এখন দেখছি যে বুড়ের লগে কথা কইতাছে, ওনার আবার জ্বলতাছে, বুঝছেন? তাহলে দাদা, আমি যখন গান গামো তখন আপনি মাইক্রোফোন আমার মুখে দেবেন, আমার ভিতরে দিয়ে দেন না কিন্তু। Вот в тех коробках змеи, я точно знаю. কোনে বান্ধব হাই রে শালা দুর্মিশে, কত শয়তান দেখছো? ওনার লাগে আমার এই মাইক্রোফোন বানতে কয়। জুয়েল ভাই দেখছেন নি কত বড় শয়তান? বড় হইলে দেখি কিছু আছে নাকি ভিতরে, আছে আছে না, সব আছে না? তাহলে মাথাটা ধরবেন আপনি, পারবেন না? মাথা আপনি ধরবেন, লেন্দা ধরবো আমি? না না, আপনি মাথা ধরবেন, আমার ভয় করে। তাহলে নাগিন এটা বাজা দেন তো মাস্টার। তার কারণ মাস্টারের নাতুনের মুসলমানি। আরে মাথা কপি করে দেবেন তো, না এদিকে, তাহলে ঠিক আছে। আস্তে আস্তে কামড়া কামড়ি করিস না, সাবাস। এই রে, আয় 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 আয়। এই সামনে খালি শিং মাছ খায়, শিং মাছ। কমাই কমাই দেন, আমাকে লুঙ্গি এলো বাইরে খেয়ে ফেলছি। উস্তাদ যাও, কমাই দিতেছি। Тут, в общем, какие-то конкурсы со змеей তুমি তো আমার গান শোনার জন্য পাগল, আবার কমাই দেবার কাউকে। вашу сексуальную силу. И опять старики все তাহলে сидят. জুয়েল ভাই, Сейчас мы более подробно узнаем, что здесь происходит. পরে আমি দিব, ঠিক আছে? আল্লাহ ভরসা। তাহলে আপনি একদিক থেকে গান দেন, আমি সাপটা একদিক দিয়ে ছেড়ে দিই। У того старика змея не выползла. То есть это похоже, ему лекарство нужно покупать. ধরো, এটা ধরো। Его змея не послушалась его. ওরে আল্লাহ, কতলা ভাত মুখে দাও, ভাত আমি করে পাবো। হ্যাঁ, শুরুতেই এই মসজিদ ভাই কইতাছি, জুয়েল ভাই কোন একটি গান শুনেন। এই আপনি যে জিনিসটা ছাড়বেন গতকালকের মতো আবার আন্তরিক ছাড়ে দেন না, পরে কিন্তু মানুষ দূর মারবো। এটা একটু সাবধানে ছাড়বেন, ঠিক আছে? হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো শব্দ যন্ত্র পরীক্ষা, হ্যালো এফএম চেক, হ্যালো মাইক্রোফোন চেক, হ্যালো। Вот этот, кто играет, он или слепой, или плохо видит. В общем, непонятный какой-то аттракцион. Если змея послушалась, выползла, то у тебя все нормально с энергией. Если... Кто поет, я не пойму.
Аттракцион абсурда. Такое ощущение, что здесь собрались дети пятилетние и вот им что-то показывают. Интересно, но они ничего не понимают. Кратко про данный аттракцион. В общем, это шоу, где в коробках лежат змеи. Типа они ядовитые, и она вылазит, если укусит, не укусит, там вот эта манипуляции всякие происходят. И они впаривают лекарства. В общем, если у вас с вашей змеей проблема, то вы обращаетесь к этим товарищам, и они дают вам лекарства, и ваша змея начинает активно ползать по норам. Если же вы не покупаете никаких таблеток, ваша змея всегда спит, свернувшись калачиком. Что вот так вот. Сладкие шарики. Но я снимал, как их делают. Здесь форма интересная. Так. Здесь вот рыбное блюдо. Фиш-карри. Фиш-карри, yes? Фиш-карри? Не понимаю. Так, прям здесь пласты этих конфет. То есть любые на развес сколько надо отрежет, отщипнет. Это делается из сока пальмы. На самом деле такой натуральный продукт. Видите, пчелы грызут. Пчела называется черная вдова. Если укусит, у вас флюс вылезет сразу же. Тут все просящие, я так понимаю. Тут вот столько людей занимаются попрошайничеством. Окей. Колокола. Колокола. Здесь, скорее всего, рядом мечеть есть, поэтому обычно, те, кто просит, они сидят возле таких заведений, потому что именно там дают хорошо подаяние. Вот здесь люди продают молоко. Я думаю, что... Russia. Your country? Russia. Russia. Yes. Big country, big country. Big, yes. Big. Любимый вопрос какой-то страны. И большая ли тебя страна, и привет Путину. Все. Путина здесь обожают. Хотя, это не будем углубляться в политику. Блядь, что здесь такое происходит? Халяльная резко курица. Потому что в мусульманских странах во многих Путин фаворит, на самом деле. То есть курицы в мешках просто живые продаются. Wait for 30 minutes. Then they will open this. Let's go. Come again 30 minutes later. 30 minutes later? Here? Not started. Окей. Мне советуют сюда прийти через 30 минут. Not start. Еще не старт полный. Через 30 минут будет здесь веселее. Да мне и так весело. Попытка номер 2. Зайти на тот же рынок. Утино-куриный.
Здесь надо глаз да глаз. Встречка. Здесь везде. И по твоей стороне, и не по твоей. Очень жарко стало. Время 12 дня. Там разогрело. Очень интересно, как продаются утки. Они их просто держат в такой жаре в мешках. Представляешь? Или в корзинах, или в каких-то пакетах. Делают минимум отверстий, чтобы туда попадал воздух. Пан. Везде один пан продается. Даже если женщина вот в такой одежде, все равно она вкидывает пан много раз в здесь. Не показать. Там непонятный эффект. Многие пишут, что он как энергетик идет. Больше. Блин. Здесь еще инвалиды ползают. Ну вот, смотрите. Чувак приехал с курицами. Вот они просто в сетке дышат. Здесь хотя бы не пакет. Как он стоит. Курино-утиная вонь. Где с этим мачете аж страшно даже, сейчас. Теперь здесь не пройдешь. Самое интересное, что вот сейчас зайди в кафе, спроси утятину, ее никогда не найдешь. Опять на утку не наступить бы, блин. Под ногами утки. Утки и утята. Мое. Я уже сам как утка становлюсь. Там сдохли, что ли, по-моему. Или уже сдыхают. Такие условия. Конечно, содержание не айс. Ну вот, дышит. Слабо, но дышит. Я не знаю, почему в мешках, наверное, может быть, так транспортировать легко. Ну, там половина, по-моему, мертвым привезешь. Вот дядька с уткой. Еще утки. Круто. Сколько? Вот здесь вот чаек готовят. Вкусный. Чай нужно по-любому пить, потому что у меня руки такие же, как у них стали. Потому что в животе что-то не то происходит. Здесь вот, чтобы вы понимали, если не залезли рукой в еду, то этой рукой залезли в стакан. Если вы думаете, что вам стакан помыли чистой водой, все это фигня. Этой же водой я тут сплюнул, и я прям чувствую, что мне на ногу капля попала. Сплюнули вот эту херню пан красного цвета и, соответственно, слюна жидкая и красная тоже. Я не вправе ругаться.
Если захочешь, не поругаешься. Go? This? Cool. Ну, а здесь пила 6. Здесь что-то пилят. Здесь мясо. Абдулла, how much? 1 kilo? 750. 700? Так, $6. 707 долларов, это где-то у нас 7 на 8. 600 рублей мякоть килограмм стоит. Нормально. Заработала стиральная машинка. И что это значит? А это значит, зарезали курицу. Вообще какие-то птицы даже непонятные здесь продаются. На страусов похожие. Здесь курицу в руках носят как четки. Не знаю, вот на входе молоко продается. Каждый своей полторахой. Я бы, конечно, побрезговал вот молоко пить, потому что ну, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Поэтому не вправе осуждать кого-то. Просто смотрим. Познаем окружающий мир. Какая-то фасоль. Это проса. Маста? Ну, вот, чтобы вы понимали, он прям в этом проса ногами сидит. А кто-то это в рот засунет потом. Так все нормально. Дед денег захотел за то, что увидел, что я у бабы взял в руку. Так, здесь что такое продается? Здесь вещи. Так, нам нужно в какую-то другую часть попасть. Здесь мужики даже ткани продают. Полотенца, ткани. Все делают мужики. Женщины все по дому. Столовая. Мы постоянно вперед идем. Так, ну тут же вы можете прикупить корову. Если уж прям... Что-то здесь происходит. Что-то втирает. How much? One piece, how much? This. Salam alaikum. How much? Kiin baal? Abdullah.
কত এটা দাম কত হইব নিতে না জাস্ট জানতে 80,000 আর এতে এতে তাই তাই জানিস 500 $500? $500 такой. Ну, это недорого. Бычок. Я не знаю, будет он расти или нет больше. Или все, пророс. না আমার Вырос. বাড়ি Russia. Russia. Рынок коз. Бараны здесь плохо приживаются. Ну, блин, они мне предлагают, неужели я козу куплю? То есть им все равно абсолютно, кто на козу смотрит, главное продать. Здесь с листочками стоят, подкармливают. Ишь, малыши. Мир ножей и мечей, мотык и тяпок. Тут вообще такие мотыги, конечно, в диковинку. Я даже не знаю, где на наших огородах применять такие. Вот можно и сыну здесь прикупить маек, да побольше. Абдулла, one second. Это табак, листья табака. Какой-то пластилин непонятный. Но это не тот, про который вы думаете. Мир чашек. Салам алейкум. Это что, кукла Вуду, что ли? এটা কি এটা করে কি এটা খায় বিস্কিট পলিটিক Салам алейкум. Hello. No. Here? No. Мне предлагают здесь постричься. Я бы с удовольствием постригся, просто здесь непонятно, кого стригут. Здесь вообще не запарят. Ну, срезали там родинку, бородавку, там чужую кровь. Мало ли. Я, конечно, не заморачиваюсь в этом плане, где стричься, но здесь прям вообще трешак какой-то. Вот здесь стрижка идет. Мальчика постригли. বাড়িতে যাবো দেখা করবো না আমি এত যাবো এবারে 14 তারিখ বা 11 তারিখ সে গেলে আর এয়ারপোর্টে উড়ায় দিয়া পরে যাবো Чувак просто на себя волосы чужие вешает. He works in my village market as well. Only one. Здесь даже и бреют, оказывается. Ну, чувак просто в волосах стоит. Чужих. Здесь one. Здесь два парикмахера. Одно для самого парикмахера, для клиента. Вода вон в баклажке. Нормально. У деда полный рот пана.
Работа нелегкая. Все на голове таскают. Здесь все ручная работа. Хотел сказать, покидаем этот бренный мир. Покидаем мы эту локацию. Ну и как обычно в конце заходят в автобус хиджи и начинают со всех собирать дань. Дань в виде денег. То есть если ему дать банан, он тебе может его обратно засунуть. В общем, просят деньги они. Подходят к моему помощнику и, как всегда, хватают за щеку. А у него крупная сумма. А по-любому нужно дать, или щеку разорвут. Ну, я всегда сваливаю все на него. Типа, все мои деньги у него. И они все уже разворачиваются, уходят. Я говорю, ладно, иди сюда. Я там 50, что ли, рублей дал. Деньги даешь, фотографируются, улыбаются. Без денег превращаются в борцов. Сразу готовы с тобой бороться. Прямо здесь, в автобусе. Лучше отдать 50 рублей. Мы, конечно, девушек не боимся, но это хвостатые девушки. Они очень крепкие. А они еще начинают типа колдовать. То есть, если деньги не даешь, она начинает что-то там прихлопывать. Ну, вот как в Индии, как в других странах. Прихлопывает, это типа на тебя заклятие накладывает. Я ей говорю, я христиан. А она говорит, а мне похуй. И начинает хлопать. Веселые девушки.